Я приветствую вас, друзья, от лица компании «Все соки». В сегодняшнем ролике мы поговорим про вот этот замечательный аппарат, который по хорошей традиции приехал к нам из Южной Кореи. Те, кто регулярно смотрит наши обзоры, наверняка знают, что технология медленного шнекового отжима соков получила свое распространение именно там. Корейским компаниям принадлежат сотни, если не тысячи патентов на различные новаторства, использующиеся при производстве шнековых соковыжималок. А компания, аппарат который мы рассмотрим в сегодняшнем ролике, и вовсе первой в мире запатентовала вертикальную шнековую соковыжималку, благодаря чему отжим свежевыжатых соков стал легким и в чем-то даже приятным процессом. Именно корейские компании двигают индустрию вперед, и именно на корейские компании смотрит весь мир, предвкушая, что же еще они смогут придумать и чем удивить и без того насыщенный рынок. Но если в конце 80-х и 90-х годах мы еще могли говорить о некоем балансе между различными корпорациями, то с начала 2000-х, а именно с появлением технологии вертикального шнекового отжима, в индустрии наметилась серьезная пропасть между компаниями, которые производят шнековые соковыжималки, и компанией, которая также производит шнековые соковыжималки. Имя ей Hюром. На протяжении своей полувековой истории компания Hюром неоднократно доказывала свои лидерские амбиции на практике, раз за разом оставляя конкурентов, если недалеко позади, то уж точно на определенном расстоянии. На протяжении двух последних десятилетий это позволяет говорить о Hюром как о безоговорочном лидере рынка. Многие компании из года в год выезжают на успехи одной-двух удачных моделей, впоследствии внося либо минимальные изменения в конструкцию аппаратов, либо не внося их вовсе. У Hюром подход иной. Каждая выпущенная модель – это не только оглушительный успех во всем мире, но и своего рода пройденный этап, а значит и начало нового пути развития, причем как для компании, так и для всей индустрии. Компания Hюром действительно идет не по совсем шаблонному пути развития, и это надо признать. Да, они не единственная компания в мире, которая делает только соковыжималки. Тем более, положа руку на сердце, у Hюром есть сайд-проекты, в частности, небольшая линейка блендеров. Но это именно что сайд-проекты, которые не забирают все мощности компании, позволяя инженерам, дизайнерам и продакт-менеджерам сосредоточиться на основном направлении. А основное направление Hюром не меняется уже несколько десятилетий – шнековые соковыжималки. В то время как большая часть компаний, в линейке которых есть эти самые соковыжималки, все же распыляется на несколько направлений. Да, это могут быть не мобильные телефоны или запчасти для ноутбуков, а что-то связанное непосредственно с кухней, но все же это перераспределение ресурсов. А значит, какая-то конкретная многопрофильная компания не будет уделять повышенное внимание одному из своих направлений, стараясь успеть везде. И это понятная, вполне объяснимая позиция, которая никак не противоречит логике и здравому смыслу. Есть лишь одно «но». Если вы классно, здорово, великолепно производите и разрабатываете много разных товаров или оказываете услуги самого широкого спектра, ни в одном из этих направлений вы, скорее всего, не станете лучшим. Знаете исключения? Отлично. Напишите комментарии, потому что наверняка какие-то примеры есть. Просто не думаю, что их очень много. До начала 90-х годов 20 века на рынке доминировали центрифужные аппараты, у которых помимо высокой скорости работы и довольно низкой цены было много существенных недостатков, что не позволяло назвать их универсальными. В последующие 10-15 лет конкуренцию центрифужным аппаратам начали составлять горизонтальные шнековые соковыжималки, которые разрабатывались и производились в Южной Корее. В то время Hюром также выпускали горизонтальные одношнековые соковыжималки, причем настолько успешно, что даже спустя десятилетия производственными мощностями и идеями корейского производителя пользуются ведущие мировые бренды, заказывающие свои аппараты именно на заводе Hюром. Однако настоящая слава пришла к компании чуть позже, когда инженеры Hюром вывели на рынок первые вертикальные аппараты и полностью изменили представление покупателей о том, что такое домашняя соковыжималка и как она должна выглядеть. Возвращаемся в день сегодняшний и разбираем новую модель Hюром H310A. Аппарат появился в конце 2022 года на волне успеха линейки бессеточных соковыжималок корейского производителя. Прежде всего я говорю о моделях H100 и H200 с предварительным измельчителем. Я думаю, многие из вас знают, что модельный ряд Hюром насчитывает десятки самых разнообразных аппаратов. Начиналось все с сеток, обтирателей и определенных ограничений по продуктам, а сейчас инженеры выводят в свет уже какие-то гибридные, футуристические модели, экспериментируют с функционалом, дизайном, размерами, да и вообще всем, до чего дотянется инженерная мысль. А глядя на развитие бренда Hюром, на то, что они предлагают потребителю,
Складывается впечатление, что их инженерная мысль вообще не имеет ограничений. В последние годы наметилась тенденция по уменьшению размеров самых разнообразных приборов, которые мы используем в повседневной жизни. И касается это не только мобильных телефонов или планшетов, но и бытовой техники. Огромную популярность вместо полноценных квартир приобретают небольшие студии, в которых борьба идет в буквальном смысле за каждый сантиметр свободного пространства. Есть много примеров, когда люди просто вынуждены отказываться от различных кухонных приборов, например, блендера или микроволновой печи, если они слишком громоздкие и не вписываются под размеры рабочей поверхности кухни. Hurom услышали общественный запрос и отреагировали максимально оперативно. Но Hurom были бы не Hurom, если бы просто выпустили маленькую копию H100 или той же самой H200. Выпуская новый аппарат, инженеры меняют технологии. А значит, перед нами стоит не просто уменьшенная копия какой-то модели, а полноценная новинка от корейских инженеров. Что мы видим, когда смотрим на H310? Маленькая, компактная, вертикальная. А опытные пользователи наверняка заметят корзину для предварительного измельчения. То есть, скорее всего, мы имеем дело с соковыжималкой, которая достаточно проста в использовании, подойдет для решения не самых сложных, но при этом разноплановых задач и, скорее всего, предназначена для отжима небольшого количества сока, ибо сверхмощный двигатель в такую малышку не поставишь. H310A не выглядит как классическая вертикальная соковыжималка из середины 2000-х годов, а некоторые и вовсе могут принять ее за небольшой блендер. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это именно вертикальная шнековая соковыжималка. Моторный отсек, отжимная корзина и дополнительная корзина для предварительного измельчения. Примерно так все и было в коммерческой HVC, HAI и, конечно, H200. Насчет маленькой и компактной, думаю, всем все понятно и без лишних слов. Для сравнения, посмотрите, как 310 смотрится на фоне своих старших сестер H100 и H200. Разница по высоте всего около 6 см, но разница в габаритах действительно поражает. Складывается впечатление, что H200 может просто поглотить 310-ю, настолько она больше. Высота нашей сегодняшней героини всего 39 см, то есть даже меньше, чем у одной из самых миниатюрных моделей – Hurom HP. И эта компактность является одной из главных фишек новой модели. Сами Hurom так ее и позиционируют. Меньше размер аппарата, больше свободного пространства на кухне. Поэтому, если вы проживаете в студии или малогабаритной квартире, новый аппарат от Hurom – вариант довольно беспроигрышный. Во всяком случае, если превалирующим фактором для вас является размер кухонного девайса. Хранить такой аппарат проще простого. Если вы не хотите держать H310 в сборе, можно разобрать ее на 2-3 части и убрать в кухонный шкафчик или ящик. Шнур питания, кстати, съемный и со стандартным разъемом. Так что заменить его в случае чего проблемы не составит. Вес соковыжималки в сборе чуть больше 3 килограммов. Это, пожалуй, самая легкая или одна из самых легких шнековых соковыжималок на рынке в настоящий момент. Внутри этого матового корпуса установлен двигатель на 100 Вт. Не 150 или 200, как у предыдущих моделей, а всего 100. Однако для тех задач, которые инженеры Hurom поставили перед этой моделью, 100-ваттного двигателя оказалось вполне достаточно. При том, что двигатель приводит в движение не только шнек, но и специальные ножи в дополнительной корзине для измельчения. Счастливые обладатели H200 прекрасно знают эту корзину и все ее преимущества перед конкурентами. Эта корзина, или как правильно говорить, загрузочный отсек, была призвана упростить работу пользователю, а именно снять с него необходимость предварительно нарезать продукты для отжима. С небольшими оговорками так все и происходит на практике. Как вы понимаете, одна из основных фишек H310A – размер. И раз дополнительная корзина здесь присутствует, значит она была уменьшена до неких гармоничных пропорций, чтобы не выбиваться из общего дизайна соковыжималки и, конечно, технических возможностей этого аппарата. Для нас, как для пользователей, это означает, что мы действительно можем меньше заморачиваться с подготовкой продуктов перед отжимом. Но поскольку размер загрузочного отсека невелик, какие-то манипуляции с ингредиентами сделать все же придется. Например, яблоко или апельсин лучше разделить на половинки или четвертинки, чтобы отжим проходил более корректно. А морковку либо поломать на несколько частей, либо аккуратно порезать ножом, на что не уходит много времени. Вообще, этот размер уже изначально намекает нам на то, что предназначена H310 для каких-то явно эгоистических целей. Например, вы хотите приготовить морковно-апельсиновый фреш на завтрак для себя любимого, то есть буквально 1-2 стакана. Нет ничего проще. Порезали на несколько частей морковку, разделили апельсин на несколько долек и закрыли крышку. Пока вы готовите завтрак, соковыжималка просто выполняет свою работу, а вы особо не отвлекаетесь на процесс. Единственное, что загрузка ингредиентов все же имеет значение. Чередуйте при загрузке мягкие и твердые ингредиенты, чтобы соковыжималка работала нормально и отжим проходил корректно.
Основное отличие H310 от предыдущего поколения – это полностью измененная система отжима. Если в четвертом поколении Шнек выдавливал сок через специальные фильтрующие решетки, пришедшие на смену металлическим сеткам, то в новой модели Шнек и является фильтрующим элементом. Инженеры Hurum придумали новую систему мультишнек, состоящую из верхней части и нижней. Элементы плотно соединяются между собой и образуют монолитную конструкцию, которая и является усовершенствованным шнеком. Как же происходит непосредственно отжим сока? После того, как продукты предварительно измельчились в загрузочном отсеке, они попадают в отжимную корзину, где мультишнек отделяет твердую клетчатку от жидкой. Короче говоря, происходит разделение продукта на жмых и сок. Жмых вращается по стенкам отжимной корзины и выходит через специальный клапан, а сок в процессе отжима попадает внутрь этого мультишнека. Как это становится возможным? Соединяясь в монолитную конструкцию из двух частей, по бокам у этого шнека остаются маленькие полосочки. И вот через эти маленькие отверстия, которые чем-то напоминают решетки четвертого поколения Hurum, сок и заливается внутрь, после чего вытекает через специальный носик антикаплю. Вроде и просто, а вроде и сложно. И чтобы прийти к этому, понадобились годы. Поскольку новая модель Hurum оснащена специальной корзиной для предварительного измельчения, было принято решение изменить верхнюю часть шнека H310A. Теперь это не два классических лепестка, как было в третьем и четвертом поколении Hurum, а скорее что-то среднее между шнеками первых поколений вертикальных соковыжималок и Hurum H200 поколения 4+. В 310-й модели шнеку не нужно прикладывать излишние усилия, чтобы предварительно обрабатывать продукты и откусывать крупные куски. Для этой задачи был разработан загрузочный отсек. Задача шнека сводится к конечной обработке продукта и выдавливанию сока из уже измельченных ингредиентов. Поэтому здесь всего один ярко выраженный лепесток. Скорость вращения шнека по сравнению с предыдущими поколениями стала еще медленнее, всего 38 оборотов в минуту. Таким образом, сок еще меньше подвергается окислению. Уплотнитель мультишнека H310, как и у предыдущей модели H200, остался металлическим. Его не нужно снимать, чтобы промыть, достаточно просто сполоснуть шнек после отжима под струей воды. Шнек вставляется в отжимную корзину. Сверху одевается загрузочный отсек, и вся эта конструкция устанавливается на корпус H310A. Крепится отжимная корзина к корпусу с помощью промежуточного вала, который, как и в H200, полностью встроен в корпус и заметно амортизируется. Для облегчения установки отжимной корзины на моторный отсек был сделан специальный люфт, позволяющий не целиться гранями шнека в грани вала ротора двигателя. После включения шнек займет свое место, а отжимная корзина будет держаться существенно крепче. Клапан выхода жмыха немного видоизменился по отношению к H200, и мы рады, что в компании Hurum прислушались к нашему мнению и кое-что изменили. Пользователи сообщали нам, что случайно выкидывали уплотнитель клапана вместе с морковным жмыхом. В новой модели уплотнитель зафиксирован весьма основательно. Конечно же, в новой соковыжималке присутствует и система капля-стоп. Этот клапан надежно удерживает ваш сок в отжимной корзине. Инженеры чуть утопили его в носике по сравнению с предыдущей моделью, чтобы капельки сока, оставшиеся после закрытия клапана, не падали вниз. Объем отжимной корзины примерно 300 мл. Этого вполне хватает на то, чтобы приготовить себе стакан другой сока. Время работы H310A ограничено 15 минут, после чего соковыжималке нужно дать несколько минут отдохнуть и можно снова продолжать работу. Инженеры Hurum дают такие рекомендации для того, чтобы двигатель H310A не перегревался в процессе отжима и не уменьшался его ресурс. Да, друзья, нужно понимать, что это компактная машинка. Пусть хорошим и надежным, но все же с более нежным двигателем, нежели у моделей H100 и тем более H200. Такой движок рассчитан на адекватные нагрузки, и гонять его по 40 минут подряд нежелательно. Тем не менее, при адекватном подходе этот бесщеточный двигатель от Hurum разве что не вечный. Его ресурс рассчитан более чем на 40 тысяч часов. В среднем вы отжимаете сок 1, может 2 раза в день. Фактически, мы имеем дело с соковыжималкой, для которой, повторюсь, при адекватном подходе вряд ли потребуется какое-то обслуживание двигателя. Кстати, гарантия на этот движок целых 10 лет. 10 на двигатель и год на комплектующие. H310A — это отличный вариант для тех, кто хочет отжать небольшое количество сока, а в идеале еще и с одного захода. И это совершенно не обязательно должны быть исключительно эгоистические побуждения. Определенную популярность в последнее время приобретает голодание на соках, когда в течение, например, одного дня в неделю вы пьете только свежевыжатые соки. И это почти всегда небольшие порции. Отжимать по 100-200 мл сока на большом аппарате нерационально. А в такой малышке это очень удобно. Плюс она занимает мало места, и ее не обязательно убирать со стола, даже если кухня у вас самая крошечная. Итак, еще раз, как происходит непосредственно отжим сока?
Вы отправляете в загрузочный отсек небольшое количество продуктов. Например, порезанное на 2 или 4 части яблоко, пару нарезанных на 3-4 части морковок и половину апельсина. Закрываете крышку и включаете соковыжималку. Далее специальные ножи в загрузочном отсеке будут измельчать ваши ингредиенты до необходимого размера, после чего за дело принимается мультишнек. Ну а вам лишь остается открыть клапан выхода сока, если вы этого не сделали сразу, и насладиться свежевыжатым соком. Конечно, по скорости работы H310A немного уступит 200-й модели, зато особо не уступает по КПД, а в некоторых случаях даже превосходит. Ингредиенты для сока могут быть самыми разнообразными, а ограничения вполне стандартные для любой вертикальной шнековой соковыжималки. И если в ваших планах не значится отжим дикорастущей зелени или мягких помидоров с дачи в промышленных масштабах, H310 вам вполне подойдет. Новая модель Hurum отлично справляется с апельсинами, виноградом, яблоками, листовой зеленью. Одним словом, с большей частью овощей и фруктов, которые мы обычно используем для отжима. Лучше всего 310 будет отжимать сок из нескольких ингредиентов, например, морковь и апельсин или яблоко и виноград. В этом случае можно говорить о классической схеме твердое-мягкое, когда более твердые ингредиенты подталкивают к шнеку мягкие и сочные, что самым положительным образом влияет на процесс отжима и итоговый КПД. Наверняка кто-то может подумать, что столь небольшой загрузочный отсек не сильно упрощает работу пользователя. Ведь многие продукты все равно нужно дополнительно готовить. Но это не совсем так. Все-таки в отличие от классических шнековых соковыжималок, где чуть ли не в 100% случаев продукты нужно нарезать, 310 можно без этого и обойтись. По крайней мере, обойтись без совсем уж мелкой нарезки. К тому же фишка загрузочного отсека еще и в том, что вы можете сразу загрузить какое-то количество ингредиентов и параллельно заниматься своими делами. В то время как в классическом аппарате вы должны стоять над ним и постоянно подкладывать новые ингредиенты. Для того, чтобы разобрать всю конструкцию и помыть, вам нужно снять ее с корпуса соковыжималки. Без этого фиксаторы не позволят открутить загрузочный отсек от отжимной корзины. Это сделано по соображениям безопасности и чтобы вы банально не испачкали рабочую поверхность, если внутри остались частички продуктов. Кстати, у 310 нет толкателя. Вообще. Он не предусмотрен конструктивно. Это едва ли не единственная соковыжималка, у которой толкатель отсутствует в принципе за ненадобностью, и за это инженерам Hurum можно сказать только спасибо. Для работы с H310A есть несколько базовых рекомендаций, которые помогут вам при отжиме соков. Черри, виноград, небольшие мандарины можно отправлять в загрузочный отсек как есть. Яблоки, апельсины и что-то похожее лучше разделить на несколько частей, чтобы ножи загрузочного отсека проще откусывали от них кусочки и быстрее отправляли вниз к шнеку. Морковку и другие корнеплоды следует нарезать кружочками, а не вдоль, как многие привыкли, работая с Hurum H100 и многими другими вертикальными шнековыми соковыжималками. И, кстати, это гораздо проще. В процессе отжима сока вы можете докладывать ингредиенты по мере необходимости. Кстати, если смешивать ингредиенты, например, морковку с апельсинами или свеклой, отжим будет проходить еще лучше, нежели если работать с каким-то одним продуктом. Впрочем, при грамотной загрузке преград для нее практически не существует. Да и вообще, как показали все наши тесты, новый аппарат от Hurum отлично справляется со всеми стандартными задачами, которые перед ним ставить. Соки вкусные, соки разнообразные и сока при этом очень много. Можно даже приготовить ореховое молочко. Да, нужно будет немного приноровиться и научиться подавать ингредиенты правильно, но в целом эта задача у 310 модели проблем не вызывает. Компания Hurum регулярно получает престижные награды в области новейших технологий и дизайна. Не стала исключением и новая модель корейского производителя шнековых соковыжималок Hurum H310A. Едва появившись на рынке, новинка сразу привлекла к себе внимание и получила заслуженные награды за функциональность, дизайн и, конечно, инновации. Новая модель Hurum помимо большого количества цветов получила и необычную текстурированную поверхность корпуса, а яркие и сочные оттенки, характерные для предыдущих поколений, заменили на более спокойные пастельные тона. Если подвести итоги и суммировать все, что мы сегодня узнали, то станет понятно, что Hurum выпустили очень интересный аппарат, который однозначно привлекателен для покупателей. Как ни крути, но это реально удобная соковыжималка. Да, загрузочный отсек не такой большой, как у H200, но и цели эта модель выполняет несколько иные. Не литр сока, а буквально стаканчик другой. Хотя понятно, что отжать она может и больше. Ограничений по продуктам практически нет, разве что дикоросы. Для таких продуктов лучше использовать другие соковыжималки, созданные по другим технологиям. А для 310 идеально подойдут твердые спелые фрукты, овощи, листовая зелень. И, конечно, не забываем, что лучше всего миксовать различные продукты. Так и отжим будет проходить быстрее, да и КПД выйдет получше. Мыть новую соковыжималку от Hurum проще простого. В подавляющем числе случаев вам не потребуются какие-то усилия и помощь специальных щеток и чистящих средств. Все достаточно легко можно промыть простой струей воды.
Отсоедините загрузочный отсек от отжимной корзины и сполосните. Затем разберите саму отжимную корзину. Сделать это можно элементарно, ведь вся корзина состоит всего-навсего из 3 элементов. Разъедините шнек и ополосните его под струей воды. Не забывайте открывать клапан выхода жмыха и носик для выхода сока. Очень скоро мытье соковыжималки будет занимать у вас не больше минуты. В этом плане Hurom продолжают славные традиции H100 и выпускают реально удобные соковыжималки, за которыми не нужен сложный уход. Отдельно отмечу красивую коробку, в которой каждый элемент находится в своей упаковке. Отличный подарок не только себе, но и своим близким. Друзья, я благодарю вас за просмотр сегодняшнего ролика и надеюсь, что этот обзор, как и все технические обзоры, которые мы для вас снимаем, был полезен и поможет вам определиться с выбором новой соковыжималки для себя или своих близких. В этом ролике мы говорили об одной из самых компактных вертикальных шнековых соковыжималок на рынке в настоящий момент. Те изменения, которые инженерный отдел Hurom внес в конструктивную часть H310A, позволяют нам говорить о настоящей смене поколений. H100 и H200 для очень многих пользователей являлись вершиной инженерного искусства в индустрии производства шнековых соковыжималок. Но инженеры компании Hurom ни на минуту не прекращают свои эксперименты, делая нашу жизнь проще, а свежевыжатые соки более доступными. Hurom H310A – компактная, легкая, стильная шнековая соковыжималка 5-го поколения из Южной Кореи. Новую модель Hurom отличают удобство сборки, легкое мытье и хорошая работа с большей частью ингредиентов. H310 не занимает много места, и ее удобно хранить даже на самой маленькой кухне. Инженеры Hurom создали отличный аппарат для тех, кто ценит свое время и отдает предпочтение инновационным продуктам, передовым технологиям и компаниям, которые двигают человечество только вперед. H310A – настоящий Hurom.